Сегодня мы в гостях у одного из самых дорогих и опытных пластических хирургов Южной Кореи, у доктора Пак Донмана. Мы уже делали выпуск с его участием, который набрало более полумиллиона просмотров. Его можно посмотреть здесь. Подойдет ли стиль этого доктора именно вам? Не слишком ли молодо для своих лет выглядят его пациентки? Об этом вы узнаете в этом видео. Оставайтесь с нами. Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна. Я менеджер агентства медицинского туризма Медио. Мы помогаем найти вашего пластического хирурга в Южной Корее и организовываем поездку в страну утренней свежести за внешностью вашей мечты. Свяжитесь с нами, ссылка на наши контакты есть внизу в описании к видео. Как вы уже поняли, сегодня мы вновь поговорим о лифтинге лица с одним из мастодонтов, колоссов пластической хирургии в Южной Корее, с опытом более 30 лет. Всю свою профессиональную карьеру доктор специализировался только на лифтинге лица. Многие нынешние успешные пластические хирурги в Корее слушали его лекции в университетах. В многочисленных комментариях под его видео многие заметили, что доктор не только умеет проводить операции на высочайшем уровне, но умеет просто и понятно объяснить, как проводится операция и что ожидать. К слову сказать, после публикации видео в YouTube нам написали пластические хирурги из России и других стран, которые хотели попасть к нему на обучение. К сожалению, насколько мы знаем, на настоящий момент доктор обучение не проводит. Не так давно доктор открыл свою собственную клинику и пригласил нас в гости, чтобы снять еще одно интервью. Давайте узнаем о его уникальном методе работы и послушаем ответы на ваши вопросы, которые вы оставляете нам в комментариях. Здравствуйте, меня зовут Пак Донман. Я заведую клиникой пластической хирургии, расположенной на Кангнаме. Расскажите о своем методе лифтинга лица. Я работаю в технике, которую в последнее время часто называют Deep Plane Lifting – лифтинг глубокого слоя смаз. В самом начале развития пластической хирургии для избавления от морщин, которые находятся здесь, просто отрезали кожу и натягивали ее. После операций, выполненных таким методом, изменений внутри не происходило. Таким образом, подтягивались только верхние слои кожи, отслаивали очень тонкий слой кожи и подтягивали только ее внешнюю часть. И это называли лифтинг лица. Так как тянули только верхнюю часть кожи, то у метода были ограничения. Когда стали подтягивать более глубокие слои, так называемый слой смаз, мышечный слой, результат стал намного лучше. Поэтому этот метод и стали называть Deep Plane. В отличие от старого метода, мы подтягиваем не только кожу, а тянем мышечный слой смаз, который находится глубоко под кожей. Поэтому, если мы снова обратимся к названию данного метода, он называется Dual Deep Plane техника. Есть несколько факторов, по которым мы воспринимаем, молодой это человек или старый. Когда мы разговариваем с собеседником на близком расстоянии, нам заметны мелкие морщины в уголках глаз. Они появляются примерно после 25-30 лет. И когда мы их видим у нашего собеседника, то примерно понимаем, что он уже в определенном возрасте. То, что дает нам понять возраст человека, находящегося далеко, на расстоянии 5-10 метров, когда морщины не так сильно видны, это потеря объема лица. Молодое лицо упругое, словно только что надутый воздушный шар. Но после 30 лет лицо можно сравнить с воздушным шаром, надутым несколько дней назад, у которого уже понемногу выходит воздух. У лица пропадает объем. Еще один фактор, который бросается в глаза – провисание. Они являются следствием потери объема. Если провисания хорошо видны издалека, мы сразу понимаем, что человек уже в возрасте.
Морщины. Причиной морщин является воздействие солнечных лучей и активная мимика лица, например, когда мы щуримся или хмуримся. Потеря объема. У нас под слоем кожи по всему телу есть внутренний плотный слой жира. У молодых он упругий и плотный, а с возрастом слой подкожного жира становится тоньше, теряет свою упругость. Поэтому и падает упругость кожи, и с годами лицо постепенно иссыхает, становясь похожим на сдутый воздушный шар. Далее провисание. Основной причиной провисания является земное притяжение. Из-за него все предметы притягиваются к поверхности Земли. Ткани лица не являются исключением. Они тоже со временем опускаются вниз под воздействием гравитации. И если в молодости подкожный слой жира как-то помогает препятствовать провисаниям, то с годами, когда он сокращается и уменьшается объем, провисание кожи становится сильнее. С морщинами можно бороться при помощи эксфолиации, иначе говоря, пилинга. Его проводят при помощи лазера, при помощи препаратов или специальных аппаратов. Если при помощи пилинга снять верхний слой кожи, то это запустит в ней регенерацию. Таким образом, кожа обновляется. Также с морщинами борются при помощи филлеров и ботокса. Также, конечно же, при помощи лифтинг-операций можно избавиться от морщин. Когда лицо теряет свой объем, ничего не остается, кроме как заполнить его чем-нибудь. Для этого забирается жир живота и проводится липофилинг. Более простым вариантом является инъекция филлера. Филлер также помогает заполнить потерянный объем. Однако, что касается провисаний, их можно исправить только при проведении лифтинга. Поэтому сегодня мы будем говорить о смаз-лифтинге, единственном способе борьбы с обвисшей кожей. Обычно говорят о том, что у людей с азиатской и европейской внешностью толщина кожи разная. У одних она толстая, у других тонкая. Однако даже среди людей с азиатской внешностью есть люди и с толстой, и с тонкой кожей. У людей с разной толщиной кожи возрастные изменения кожи будут происходить по-разному. Основной проблемой, которая появляется с возрастом у людей с тонкой кожей, являются морщины. Тогда как у людей с толстой кожей с возрастом сначала образуется провисание. Это является основной проблемой. Конечно, у людей с тонкой кожей после потери жировой прослойки появляется провисание. А у людей с толстой кожей, хотя главной проблемой является провисание, но также уменьшается и объем кожи, и появляются морщины. Но главной проблемой является обвисание кожи. Как я уже говорил, с морщинами можно бороться при помощи пилинга, ботокса, филлеров и пластической операции. С потерей объема жировых тканей также при помощи филлеров или липофилинга. У некоторых людей с толстой кожей с возрастом, наоборот, лицо может стать больше. Есть люди, у которых в молодости было маленькое лицо, но с возрастом оно увеличивается. И тогда, чтобы вернуть молодость лицу, многие принимают неправильное решение и проводят липосакцию. Однако после липосакции очень быстро происходит провисание кожи. Из-за того, что кожа, избыток кожи, при этом остается, очень быстро лицо начинает выглядеть старее. И в таком случае единственным решением остается операция по лифтингу лица. Таким образом, я рассказал вам о том, что в зависимости от плотности кожи старение наступает по-разному, и способы его замедлить, соответственно, тоже разные. Наше лицо не цельное, не монолитное, а состоит из нескольких слоев, словно луковица. Самый внешний слой – кожа. Под ней располагается слой подкожного жира. Под ним находится слой смаз, тонкая мышечная прослойка. Под ними находится еще слой связок, а под ним нервы и важные кровеносные сосуды.
Из всех перечисленных слоев земному притяжению больше всего подвержен слой кожи, который является самым внешним слоем и дальше всех находится от тела. Он самым первым начинает провисать. Кроме того, этот внешний слой кожи сам по себе имеет большую площадь, а также вес. И это тоже влияет на скорость провисания. С возрастом степень провисания каждого слоя разная. Скорость провисания слоя смаз одна, скорость провисания слоя жира другая. Скорость провисания слоя кожи, все скорости разные. Поэтому для того, чтобы получить ровную поверхность, подтягивать разные слои кожи нужно по-разному. Внешние слои кожи надо посильнее подтянуть и побольше отрезать. А внутренние слои, если пропорционально внешнему убрать поменьше, то поверхность разгладится. Из всех этих многих слоев кожи внешний слой самый большой и важный. И очень важным является то, что он на 70-80% состоит из коллагена. После 30 лет количество коллагена ежегодно сокращается на 0,6%. Поэтому с возрастом кожа становится тоньше. Но словно тесто или что-то подобное, кожа не просто становится тоньше, но истончаясь, она увеличивается в объеме. Если мы представим тесто, когда мы положим его на поверхность, оно становится не только тоньше, но и шире. То же самое со временем происходит со слоем кожи. Он становится тоньше и шире. Например, расстояние от уха до носа составляет примерно 12-13 сантиметров. После 30 это расстояние с каждым годом увеличивается на 1 миллиметр, из-за чего морщины становятся глубже, кожа начинает обвисать. Если посмотреть в зависимости от возраста, в 20 лет 12 сантиметров, в 30-40 лет 13 сантиметров, в 50-60 14 сантиметров. Вот так кожа ежегодно растягивается на 1 миллиметр. А с каждым новым десятком кожа увеличивается на 1 сантиметр. Таким образом, чтобы выглядеть моложе на 10 лет, необходимо подтянуть кожу и отрезать ее где-то на 1 сантиметр. Примерно таким образом надо подобрать величины. Молодые люди в последнее время из-за больших костей лица часто проводят остеотомию, так называемую контурную пластику по уменьшению костей лица. После контурной пластики лица количество внешней кожи остается неизменным, но внутренний объем лица резко уменьшается. Точно так же, как если бы толстый человек после жесткой диеты потерял свои объемы, и его прежняя одежда стала мешковатой. Она начинает болтаться и в итоге провисает. Точно так же, если молодой человек срежет кости, то и ткани лица, которые держались за эти кости, сравнительно быстро растягиваются и начинают обвисать. Неважно, операция была сделана в 20 или 30 лет. У людей, которые провели операцию по уменьшению костей, визуальное старение наступит после операции быстро. В таком случае молодым людям также потребуется операция по подтяжке лица. Как я уже говорил, наше лицо состоит из различных слоев. Но они не просто так наложены друг на друга. Если бы так было, то они бы легко скользили бы вниз. Чтобы этого не происходило, они закреплены между собой связкой. Эта связка крепко держит слои, начиная от костей и заканчивая внешним слоем кожи, чтобы слои не скользили вниз. Поэтому, чтобы натянуть, например, вот эту часть, нужно обязательно избавиться от удерживающих связок и затем только натянуть. Поэтому во время операции, зная, где и какие располагаются связки, нужно подрезать их, и только тогда можно будет ткани спереди подтянуть назад. Удерживающие ткани связки напоминают кнопки или булавки, которые используют в быту, чтобы закрепить листочек или еще что-то такое на стене. Так же, как кнопки удерживают предметы на стене, удерживающие связки скрепляют слои кожи и не дают им опускаться. Поэтому кожа опускается неравномерно. Участки, в которых располагаются удерживающие связки, не опускаются, а те, что располагаются над ними,
нависают сверху. Из-за этого у всех с возрастом кожа становится неровной и появляется провисание. Единственный способ избавиться от этой неровности – распрямить ткани, разрезать удерживающие связки, словно убрать булавки, которые удерживают внутренние ткани, расправить кожу и натянуть ее. Желаете знать больше о пластической хирургии в Корее? Подписывайтесь на Инстаграм и станьте частью нашего сообщества. Далее. Пациенты также часто спрашивают, когда же лучше всего делать операцию? В 40, в 50 или, может, в 60 лет? Люди живут 100 лет. Каждые 10 лет внешний вид изменяется. 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40. Если делать операцию в 50 лет, то человек будет выглядеть на 40 лет. Тогда получается, что за свою жизнь человек дважды проживает свои 40 лет, 50 лет, 60 лет. Последних 10 лет для него не существует. Если делать операцию в 40, можно дважды прожить со внешностью 30-летнего. Если сделать операцию в 70, то дважды прожить можно внешность 60-летнего. Таким образом, чем раньше сделать операцию, тем дольше можно прожить свою молодость. Поэтому, когда пациенты сомневаются, во сколько лет делать операцию, я всегда отвечаю, чем раньше сделать операцию, хотя бы на 1 год, тем дольше, хотя бы на тот же год, можно прожить свою молодость. Если решились на операцию, то лучше не откладывать, а делать ее как можно раньше. И тогда можно дольше наслаждаться своей молодостью. Также пациенты интересуются, не влияет ли операция на скорость старения. Спрашивают, не будут ли они стареть быстрее после операции. Это не так. Одним из показателей старения является избыток кожи. Например, если 15 сантиметров кожи увеличится на 10%, это значит, что прибавится еще 1,5 сантиметра. Но если сделать операцию и сократить 15 сантиметров до 12, то при увеличении на те же 10% прибавится только 1,2 сантиметра. Операция позволяет сократить факторы старения, поэтому скорость старения замедляется. Если сравнить внешний вид 40-летнего человека, который не делал операцию, с 40-летним человеком, который сделал операцию, то по истечении 10 лет не будет такого, что одному 50, а второму 60. Первый будет выглядеть на все те же 50, а второй будет выглядеть на 37-38. Если провести операцию, старение будет наступать медленнее по сравнению с теми, кто операцию не делал. Как будто бы один едет со скоростью 50 км в час, а второй 30 км в час. Одинаковые 10 лет будут проходить на разной скорости у того, кто сделал операцию, и у того, кто нет. Поэтому, если есть возможность, я советую сделать операцию как можно раньше. Операция позволяет значительно замедлить последующее старение. Больше всего переживают за шрамы, которые остаются после операции. Очень волнуются, что окружающие, глядя на шрамы, могут догадаться, что была операция. Я всегда говорю, чтобы об этом не переживали. Среди 100 друзей, с которыми вы будете встречаться в повседневной жизни, ни один не догадается о том, что у вас была проведена операция. Разрез можно сделать где угодно, но его расположение очень важно. Шрамы на лице заметны сильнее, но если этот шрам хорошо спрятать, то его не будет видно. А если сделать на видном месте, то любой его заметит. Конечно, важно после операции аккуратно зашить разрез, так, чтобы его не было видно. Но все-таки самое важное – это расположить его в незаметном месте.
И уже на втором месте это красиво зашить его, используя все свои навыки. Во время операции очень важно, в какой части, какой длины сделать разрез, чтобы уже потом начать работу с тканью. После того, как сделали разрез, проводится расслоение. Расслоение, грубо говоря, это разделение тканей на очень тонкие слои. Когда, например, разделяют на две части, то можно сказать разделяют. Но при операции мы именно расслаиваем на тонкие слои. Мы берем кожу и слой за слоем расслаиваем ее. Очень важно, докуда, до какой зоны проводится расслоение. Излишнее расслоение кожи лишь увеличивает время операции, снижает ее эффективность. И наоборот, если недостаточно расслоить кожу, достичь желаемого результата не получится. Если проблемы и зоны здесь и здесь, а расслоение сделать, не заходя на них, что бы ты ни делал в этой зоне, здесь ничего не улучшится. Поэтому необходимо внимательно выслушать пациента, узнать, что его беспокоит, и, исходя из этого, определиться с зоной расслоения. Это касается и шеи. Расслоение можно сделать только по краям, а можно сделать по всему ее периметру. Очень важно определить зону расслоения, зону, с которой нужно будет работать, узнав, что хочет пациент, где у него проблемные зоны. Это является важной частью плана операции, который составляется заранее. В план операции входит не только определение зоны расслоения кожи. Вы же помните, метод называется Dual Deep Plane. Работа происходит со слоем смаз. Это Superficial Muscular Aponeurotic System, поверхностной мышечно-апоневротической системы. Только после расслоения данного слоя можно добиться изменений. Если просто натянуть слой смаз, изменений на передней части лица не наступит. Подтянется только эта зона. Чтобы достичь изменений в желаемых зонах, необходимо также расслоить слой смаз и уже затем натягивать его. Большинству молодых пациентов может быть достаточно расслоить вот эту зону, или может потребоваться расслоить до этой зоны. Это то, что обычно называют Deep Plane лифтингом. Работа происходит с одной зоной. Я работаю вот до этой зоны. Этот метод называется Dual Deep Plane. Он предполагает работу еще и с шеей. Только так можно подтянуть обвисшую шею. Далее. Если посмотреть на лицо в такой проекции, вот слой кожи. Это подкожно-жировая клетчатка. Это слой смаз, мышечный слой. То, какое воздействие проводится на данный слой, является самым важным. Если проводится работа со слоем смаз, то такая операция называется Deep Plane Lifting. Работая в технике Deep Plane, мы воздействуем вот на этот слой смаз. А вот удерживающая связка. Она удерживает слои и не дает им опуститься. Если мы ее подрезаем и проходим дальше, то такой метод будет называться Extended, расширенный. То есть зона операции расширяется и выходит за пределы удерживающей связки. Таким образом, обычная подтяжка лица предполагает работу только с кожей и подкожным жиром. Метод Deep Plane затрагивает глубокий слой смаз, а если проводить операцию одновременно и на лице, и на шее, то это уже то, что будет называться метод Dual Deep Plane. Наше лицо покрыто нервными окончаниями и кровеносными сосудами, которые намного запутаннее, чем паутина. Когда мы ударяемся или порежемся, идет кровь, и мы чувствуем боль. Это происходит потому, что разрываются нервы и кровеносные сосуды. То же самое происходит и во время операции. Конечно, есть индивидуальные особенности. У кого-то может быть сильное кровотечение. Есть определенная зона, в которой сконцентрированы нервы и кровеносные сосуды. И в зависимости от того, как проводить расслоение тканей, можно ее избежать, не допуская тем самым кровотечения. Конечно же, мы не можем полностью избежать воздействия на многочисленные нервы и кровеносные сосуды во время операции. Невозможно сделать так, чтобы совсем не было кровотечения.
и не был задет ни один нерв, и не было больно. Но самое важное – это как сделать так, чтобы максимально сократить кровотечение и снизить болевые симптомы. В этом и заключается ноу-хау. Если кровотечение сильное, то после операции образуются сильные отеки и синяки. Восстановление занимает больше времени. То же самое, если во время операции сильно повредить нервы. Есть чувствительные нервы, которые реагируют на боль или на температуру. Есть двигательные нервы. Они обеспечивают подвижность рта или других частей нашего тела. На лице располагаются и чувствительные нервы, и двигательные нервы, которые отвечают за мимику. Во время операции воздействие на оба вида нервов неизбежно. Если срезать с дерева верхние веточки, они все быстро восстанавливаются. Но если срезать основание, корни дерева, то оно умрет. То же самое с нервами. Если повредить корни, то восстановление нервной системы практически невозможно, тогда как нервное окончание, верхушка дерева, не имеет проблем с регенерацией, они восстановятся. Обычно период восстановления занимает от 6 месяцев до года. Можно повредить кровеносные сосуды и нервные окончания, но сами корни повреждать ни в коем случае нельзя. Можно затронуть только верхушку. Если во время операции повредить корень нерва, это может вызвать асимметрию лица. Мимика будет странной, половина лица не будет двигаться. Получается, восстановить поврежденные нервы совсем не получится. Если дерево срубить, оно будет жить или умрет. С нервами то же самое. Если их повредить снизу, они не восстановятся. Но если задеть верхушку, то восстановление хоть и не будет скорым, но оно возможно. Если задеть совсем чуть-чуть, то восстановление будет быстрее. Поэтому также важно, в каком месте был поврежден нерв. И еще важно, насколько сильно он был поврежден. Он мог быть поврежден полностью, а мог быть наполовину или частично. Это тоже важно. Повреждения могут быть очень разными, и степень повреждения возможно разная. Во время операции делают разрезы, но не с целью, чтобы задеть нервы. Повредить их могут частично, только в месте разреза, а могут полностью. Это касается любой зоны. Нерв может быть поврежден даже временно из-за того, что, грубо говоря, его согнут. Но если его распрямить обратно, он может хорошо функционировать. Повреждение и нервов, и кровеносных сосудов может быть разной степени в разных местах. Ну как? Узнали для себя что-то новое? Напишите нам об этом в комментариях. У нас были пациенты у доктора Пактунмана. Несмотря на то, что стоимость операции у доктора выше, чем в других клиниках, почти в 2 раза, многие хотят сделать операцию именно у него. Результат его работ, конечно, впечатляет даже нас. А мы имеем дело с операциями почти каждый день. Если вы ищете опытного пластического хирурга в Южной Корее, напишите нам. Мы проконсультируем вас и поможем найти доктора, который подходит именно вам, с учетом ваших личных пожеланий, и организуем поездку в Южную Корею за обликом вашей мечты. Наши контакты есть внизу в описании к видео. На подходе вторая часть интервью, где доктор отвечает на ваши вопросы по антивозрастным операциям, его подходе к лифтингу лба. А также еще мы готовим для вас интервью с одной из его пациенток. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну вот и все на сегодня. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго!